Однажды, летним теплым днем, пошел дед Митяй в лес. Вдруг видит под кустом у самой тропинки, свернувшись клубочком, лежит волчонок, не больше щенка. Когда Митяй подошел к нему, малыш и не думал убегать. Он был такой худой, одна кожа до кости. Что это с ним стряслось? Почему он не убегает? Подумал дед Митяй. Когда подошел уже совсем близко, волчонок дернулся, попробовал убежать, да не смог. Оказалось, у него сломана лапа. Жаль стало волчонка деду. Калеку мать бросила. Поймал он щенка, сунул в мешок и понес домой. Дома осмотрел волчонку лапу, так и есть перелом костей. Кто знает, как это случилось. Перевязал дед лапу, чтобы кость срослась. Щенок скулит. Видно, ему очень больно, но он терпел, словно понимал, что дед Митя ему добра желает. Потом устроил ему место за дверью и накормил. Недельки через 4 лапа волчонка срослась. Малыш подрос, раздобрев от хорошей пищи. Дед Митяй выходил волчонка. Стал гладкошерстный, крепкий, но след все же остался на передней лапе, слегка прихрамывает. Но, несмотря на травму, волчонок шустро бегал по двору. И стоило только кликнуть его по имени Серый, которое дал дед Митяй, тотчас мчался к своему спасителю. Совсем ручной стал, ел из рук, облизывая их и ласкаясь. Мохнатый друг сопровождал старика в лес, точно собачонка. Послушно возвращался домой. А тут еще волчонок подружился с соседским мальчонкой Алешкой. Они оба были еще маленькие, поэтому интересы и игры у них общие. Весело было обоим. Так и жил волчонок целый год у Митяя, а Алешка каждый день приносил своему другу разные вкусняшки. Но вот однажды Серый пропал. Нигде старик его не мог найти. Митяй сколько ни искал, ни кликал, зверь пропал. Должно быть, заговорила в нем дикая натура, решил дед и ушел туда, где и положено жить волку. В лесные просторы охотятся на косуль, зайцев и другую животину. Алешка долго плакал по своему другу. Митяй успокоил мальчика. Когда немного подрастешь, ободряет он мальчика, то, обещаю, привезу тебе из города щенка-овчарки. Прошло 2 года. Митяй уже совсем позабыл про своего Серого, жил себе помаленьку в деревне. Однажды прибегает заплаканная Мария, мать Алешки. «Митяй, беда!» — рыдает она, обливаясь слезами, Алеша пропал. Еще с утра ушел гулять и пропал. Может, в лес ушел по ягоды и заблудился. Мария побежала собирать людей на поиски сына, а дед Митяй собрал свое охотничье снаряжение и отправился в лес искать ребенка. Деться мальчику некуда, кроме леса. Через 4 часа поиска вдруг слышит Митяй, из чащи кто-то бежит. Несется со всех ног, с шумом ломая ветки, совсем уже близко. Митяев снял ружье, взвел курок и приготовился стрелять. Вдруг видит, волк скачет большими прыжками. Огромный, со вздыбленной шерстью. Он заметил Митяя, замер на тропе и злобно сверкнул раскосыми глаза. Митяй уже прицелился, но когда волк сделал еще прыжок, старик заметил, что волк хромает на переднюю лапу. Тут у него в голове и мелькнуло это Серый. Митяй позвал Серый. Серый. Зверь сделал еще несколько прыжков, остановился и повернул голову, долго глядел на Митяя. Затем вновь крутанулся, собираясь бежать дальше, но сделал несколько медленных шагов и остановился. Обернулся к нему. Волк узнал Митяя. Это действительно был Серый, тот самый, который 2 года назад жил во дворе. Волк завыл и пошел в чащу леса, оглядываясь, как словно зовет за собой. В голове старика появилась надежда. Пройдя шагов 100, старик увидел в кустах спящего Алешку. Рядом с ним лежал Серый. «Так вот ты куда звал меня, родимый!» Радостно вскрикнул дед Митяй: «Ты Алешку тут охраняешь, дружка своего». Когда Митяй захотел дотронуться до волка и погладить, тот отстранился и тихо, точно плачущий щенок, заскулил. Все-таки жил в нем страх перед человеком. Волк отвык уже за 2 года, но Алешку помнил и охранял в лесу. Митяй взял мальчика на руки и, обернувшись к волку,
«Спасибо, Серый, что спас Алешку». Поблагодарил волка и грустно вздохнул: «Иди своей дорогой». Старик медленно зашагал к дому, но Серый не ушел. Потоптался на месте и поплелся следом, слегка прихрамывая и скуля, точно хотел что-то сказать. Так они дошли до опушки, от которой начиналось поле. Здесь волк остановился. Митяй, подходя к деревне, обернулся. Серый остался далеко позади. Он еще долго провожал их взглядом, а потом медленно, словно бы нехотя, скрылся в лесу. Спустя несколько дней старик, выйдя на крыльцо, услышал его вой. Вой был протяжный, жалобный, точно рыдание. Волк навсегда прощался со своим спасителем Митяем и маленьким другом Алешкой.